уважаемые россияне, сегодня у нас стрим с представителями компании SVS. Собственно, сразу хочу оговориться, для нас этот формат новый, поэтому прошу, не судите строго. Собственно, хочу вам представить сегодняшних гостей, скажем так, в нашей мини-студии. Начнем. Это единственный неповторимый представитель СВС в России Артем Белоушкин. Прошу любить и жаловать. Всем привет. Да. Собственно, и также двое представителей от бренда SVS. Это Ларри и Ник. Также прошу любить и жаловать. Собственно, ребята, начнем наш диалог. Начнем с вопросов. Изначально, Артем. Yeah, guys, so let us start from the questions, which we prepared, first of all. Да, и, собственно, еще хотел для наших телезрителей сказать, что пишите, задавайте свои вопросы. Большую часть, я вас уверяю, я обязательно буду транслировать нашим друзьям из Соединенных Штатов, и, собственно, мы с вами получим, я уверен, исчерпывающие ответы на не менее исчерпывающие вопросы. Собственно, ребята, еще раз привет. Собственно, хотел бы в начале беседы поинтересоваться, как у вас дела обстоят, как ваши сотрудники, все ли в порядке с ними и в каком режиме сейчас работает компания SVS. So, Larry, Nick, hello. We love to see you here in our live streaming event. And first of all, we would like to ask you, how's everything going on your side? How's your families? How are you doing? How's SVS crew doing? How SVS company in general is working today? Well, I'll kick off unless Nick. We'll go here. I'm in Texas. Everything is good here. SVS is still running strong. Family is good. It's just a new thing. We're all trying to learn being home. I've been home for 5 weeks now. So kind of ready to be back out there. But, we're having fun, and doing technology like this and getting to see people around the world has been amazing. Да, Ларри сейчас находится в Техасе, с ним все хорошо, с семьей тоже все здорово. С Ларри уже на карантине, или так, на самоизоляции находится 5 недель, привыкает к новым технологиям, к новым реалиям существования. СВС продается, все, в общем, идет своим чередом, опять же, с поправкой на те непростые условия, в которых мы все оказались. Yeah, and it's not much different for me. I work from home normally, so I have my kid running in a little bit more than he was before, and throwing toys at my head while I'm trying to do calls. But we're communicating a lot more. We're using tools like Zoom and some of these other things to just stay in touch with our community, and doing team meetings a little bit more frequently. But all in all, I think we've put a pretty good company together where we can weather this these kind of storms and come out on the other side hopefully stronger. So really not much has changed in my world other than a lot more communication in this type of way. Да, Ник говорит, что в принципе в его, скажем так, времяпрепровождения не сильно много что изменилось. Он и так много времени проводит в работе из домашнего офиса, но сейчас такого времени стало 100%, и, конечно, дети вокруг него вьются все больше и больше. Говорит, ребенок постоянно кидается в меня игрушками в тот момент, когда я пытаюсь вести какие-то онлайн-конференции. Но в целом, в общем, да, все адаптировались к текущим условиям, все работают, несмотря на, в общем, тяжелые, неприятные новости, которые поступают со всех сторон. В общем, компания SVS остается активной и остается, в общем, на плаву. Это не может не радовать. Спасибо за ответ. Еще вопрос. Расскажите несколько слов о компании. Кто, когда основал ее, первый наиболее значимый продукт, который выпустила компания SVS. Скажем так, какие цели на будущее и, собственно, нынешнее положение вас на рынке. Thank you very much, guys, for answers. And please, if it is possible for you, just a few words about SVS company, when it was established, who was the guy, who established the company, what is your key expertise, or what is your plan for the nearest future? So,
I know that it's difficult to answer in few words about such a big questions, and also my personal request, try to answer it with the poses to let me make translation. Thank you. Well, the company is now 22 years old, started in Youngstown, Ohio. Да, компания сейчас уже 22 года, и основана она в штате Огайо. Yeah, the guys that started the company were building subwoofers in a garage, then went into magazines selling the subwoofers, then the internet, and now we're sold worldwide. Да, то есть это человек, который основывал, сначала сам делал сабвуферы, да, в гараже, а потом стал их продавать, давая объявления в журналах, и сейчас, в общем, это глобальная компания, которая продает по всему миру. And the first subwoofers they made were these big cylinder subwoofers, these sort of round, tall subwoofers, and really they were designed because these the founders of the company just realized people were paying way too much money for subwoofers that weren't performing that well, and they wanted to create some interesting new design subwoofers that deliver just amazing performance at a price that wasn't so high that you just couldn't afford it. So that was really what got the company started. Да, и первый сабвуфер, который был разработан в компании SVS, это именно цилиндрический сабвуфер. Тут я сделаю от себя ссылку, если вы знакомы с ассортиментом, то вы понимаете, о чем мы ведем речь. Если вы не знакомы, пожалуйста, зайдите на сайт компании pult.ru, посмотрите, эти сабвуферы начинаются с букв PC, то есть порта цилиндр, это цилиндрические сабвуферы, и разработаны они были именно в попытке сделать сабвуфер, который бы отвечал двум критериям. Был бы доступен, да, для большинства любителей звука и обладал бы прекрасной производительностью, что называется, да, прекрасным басом. Спасибо за ответы. Да-да-да, Артем. Just want to specify, we are talking about the guy who actually established the brand. Now that Gary, who owns the brand at the moment, he bought the company a little bit later. Am I right? That's correct. So the two founders where SVS came from were Ron Stimson and Tom Vodhanel. So Stimson, Vodhanel subwoofers. That's where we got our name. Gary took over around 1998 with a few partners and really started creating a much more mainstream brand in terms of the types of products that we were creating. They were just able, unlike these very large cylinder subwoofers, there were some compact sealed models. There was just some products that we rolled out that made us much more inviting and attainable for people who didn't really have massive home theaters. Maybe they had a living room, smaller rooms, and that's really where we started becoming the brand we are today when Gary took over. Ну, компания, да, она была в 98-м приобретена ее теперешним владельцем, который зовут Гэри, да, и который приобрел ее у двух господ, которые ее основали, но компания сохранила свое оригинальное название SVS, и новые ее владельцы, новые менеджеры по-прежнему вкладывают много усилий в том, что для того, чтобы развивать линейку сабвуферов, и сейчас эта линейка вышла далеко за, скажем так, формат тех цилиндрических сабвуферов, которые в самом начале существовали в ассортименте SVS. Спасибо. У нас уже есть вопросы от наших зрителей. Okay, we got some questions in our chat. Let us turn to that. Да, готов озвучить вопрос от Макса Иванова. Насколько велика разница между высокоуровневым подключением, как в продукции компании REL, и низкоуровневым подключением сабвуферов? Велика ли разница между двумя типами подключения? Yes, our Russian enthusiast asks, what is the difference, or how big is the difference when you connect your subwoofer with a high level input or low level input? And he actually makes comparison with your competitor REL. These subwoofers, majority of them have high level inputs. So what is your opinion? Is it a difference between high level and low level connections, and what is the difference? What is the best way? Well, you can do either. On one model we offer, we have the 1000 series. Да, но у нас в SVS есть одна модель, где вы можете выбирать, подключать по высокому уровню или по низкому уровню. Это модель 1000.
And then when you move up the line, you'll get low LFE input or XLR input on the two top products. Да, но как только вы идете вверх по линейке, да, от 2000 и выше, то там вы можете выбирать подключение, опять же, по низкоуровневому сигналу, это FE, да, стандартная FCA, либо это будет XLR подключение. And we do LFE for the most part because it's more universal and it's easier for people to set up. And you have a lot of control within our Bluetooth app to make adjustments. Да, и SVS предпочитает использовать низкоуровневое подключение, потому что, во-первых, это удобней с точки зрения подключения, да, и это позволяет вам получить больше контроль, да, над вашим, лучшее управление вашим сабвуфером с помощью специального приложения, Bluetooth-приложения, которое SVS бесплатно предоставляет. And there's no wrong way to do that. By having both, you do have flexibility, but we like the LFE input because you have a little more control coming off a surround receiver, which is where most of these subwoofers are connected. Ну да, то есть, в принципе, нет никаких прям серьезных ограничений при использовании одного или другого метода, но используя LFE, или низкоуровневое подключение, вы получаете больше возможностей по управлению вашим сабвуфером, либо с помощью, опять же, приложения, которое я упомянул, либо посредством ресивера, да, к которому сабвуфер в большинстве случаев подключается. So there's more to it, but then we get kind of deep into technical stuff, and I don't know if everyone wants to do that, but Да, есть еще и более глубокое техническое объяснение. Стоит ли нам сейчас в это погружаться? Я думаю, наверное, нет, лишено всякого смысла. Okay, we will keep looking on the questions, and if somebody wants to us to tell more about that, we can come back to this question later on and give a little bit more technical details. Thank you, Larry. Так, собственно, спасибо за ответ. Есть еще вопрос от Артема. Артем Забор. Цитирую, в интернете только и пишут, что это лучшие сабвуферы для кино, собственно, для дома. Но я, как понимаю, до референсного уровня громкости THX они не доходят. 115 дБ пометка. Почему же они хороши для кино? Yeah, good question. Typical question from online. Yeah, so guy says that you can read everywhere online that SVS is the best possible subwoofer you can ever find for the home cinema. Yeah, but at the same time, SVS doesn't have THX, and most probably it cannot reach up 115 dB as THX should reach up. So why, in this case, everybody says that this is the best subwoofer for home cinema? Nick, go for it. So just so I said, you had said reach up to what, the decibel levels, so I can understand. 115. 115. So, I mean, we're all about quality of bass, and obviously output is super important. How low it can go and how loud it can play, those are probably the two most important things that judge a subwoofer's. То есть мы, когда говорим про сабвуферы, мы должны говорить про две характеристики. Как низко, да, мы можем сыграть, и как громко мы можем сыграть. Это две, в общем, основополагающие характеристики для сабвуфера. So we put equal attention into both the accuracy and the refinement of the subwoofers within the DSP, and a lot of what we do to make them just sound as clean and accurate as possible, even at those high playback levels, as well as the transient speed, the ability to stop and start on a dime without some of that sort of bloated, boomy bass. So all of those things are very important to us. So I don't know if you want to say that, and then I can get back to the Да, то есть и мы в компании SVS уделяем огромное внимание и тому, насколько аккуратно играет наш сабвуфер, да, насколько четко он воспроизводит ту музыкальную информацию, которую мы на него подаем. Поэтому все сабвуферы, все усилители наших сабвуферов оснащены DSP процессорами. И мы внимательно следим за тем, насколько хорошо сабвуфер отрабатывает скорость изменения сигнала, насколько быстро он стартует, насколько быстро он останавливается.
So we could build a subwoofer with a 36-inch driver, 100-centimeter driver, То and есть it мы could play можем 100, разработать сабвуфер с 36-сантиметровым динамиком. and that could hit 150 decibels, but we wouldn't sell any of them. Да, и мы можем people try to легко design. получить таким образом 115 децибел, но вряд ли мы хоть один продадим. We want to build products that people aspire to own. They still give you an amazing home theater experience. And for what we're creating, it's good for 99% of the people. There are a certain segment of people who are always going to want something bigger, something a little louder. And we understand that. And so, the PB16 is a very capable subwoofer, as our flagship. But, we're playing in a space where we want to make as many people as happy as possible and bring as many people into this hobby and enjoying great bass. And so by focusing so much on just a massive, huge subwoofer that plays really loud, there's just not that many people out there who would really get that. And so, we're sort of fishing where the fish are, I guess, is one of the expressions that we say. Да, и SVS стремится удовлетворить чаяния и потребности 99% потенциальных пользователей своих сабвуферов. Конечно, можно сделать сабвуфер, который будет звучать очень громко, но в этом случае мы сделаем счастливыми только очень небольшую группу пользователей, да, которые именно стремятся за максимальным звуковым давлением. SVS же конструирует свои сабвуферы, которые не только играют громко, да, но и которые играют правильно, четко и корректно. Спасибо за ответ, Ник. Собственно, есть еще вопрос, но здесь даже не сколько вопрос, сколько рекомендаций, которые просят наши зрители. На примере, какой сабвуфер ребята из SVS порекомендуют для комнаты площадью 40 квадратных метров? Yeah, that is just a nice and practical question. How could you recommend, or what model from SVS range can you recommend for the room of 40 square meters? Can we recalculate it to square feet? Just give me. It's about 60 square feet, I think, right? Yeah. Square meters to square feet. 40, да, Андрей? Да, 40 квадратных метров. It's just 430 square feet, да? Yeah, so that could really, in that case, we may recommend 2 smaller subwoofers or maybe 1 ported subwoofer. Our 3000 series is probably the most versatile. Да, то есть если говорить о такой площади, то ребята рекомендуют либо 2 закрытых сабвуфера, например, из серии 3000, либо 1 портовой сабвуфер, опять же из серии 3000. Yeah, so my room that I'm in now is 15 feet by 12 feet. So what is that? 5 meters by 4 meters. And I just use 1 single SB 2000. Да, то есть комната Ларри, она сейчас где-то, наверное, метров 30 площадью, и он использует 1 закрытый 2000-й. I think it's worth mentioning, Artem, too. We would usually ask a couple more questions before we made a recommendation. Like one, how loud do you like to listen to your music? What kind of content do you like to enjoy? Where is your seating? Because a lot of times that will tell us, should we recommend a ported subwoofer or a sealed subwoofer? And if it's ported, a lot of times you'll need just one because they can just produce a lot more output. But if it's sealed, a lot of times we'll recommend dual. So I think there's some extra questions we would ask past the room size, but I thought what Larry said about the 3000 series, you can't go wrong with that. Да, ну Ник тут добавляет, что обычно, когда задается такой вопрос, они пытаются в ответ задать уточняющие вопросы. Например, как громко вы хотите слушать музыку, какую музыку и вообще, что вы собираетесь слушать. Слушаете ли вы музыку, либо вы смотрите кино, где вы располагаетесь, да, в этой комнате. И на основании вот таких дополнительных вопросов и полученных ответов уже будет дана рекомендация, будет ли это 1, например, но портовой сабвуфер, да, который будет играть явно громче, либо это будет 2, но закрытых сабвуфера. Но, в принципе, Ник подтверждает мысль Ларри, что 3000-я серия, она, наверное, лучше всего подойдет для такой площади. Больше гибкости вы получите при разных вариантах. Спасибо за ответы, Ларри и Ник. Собственно, Артем, тебе спасибо за перевод.
Пользуясь случаем, хочу для наших зрителей, скажем так, некую информацию довести, что, уважаемые зрители, у нас сейчас в ближайшее время будет опубликован промокод. Собственно, что он вам дает? Он дает вам 10% скидку при заказе продукции компании SVS, которая будет действовать в течение недели. Вы, собственно, формируете заказ на сайте pool.ru, вводите промокод, получаете дополнительную скидку в виде 10%. Так что не упустите свой шанс купить по хорошей цене поистине замечательный сабвуфер SVS. Продолжим, с вашего позволения. Еще есть вопрос, с какими брендами SVS сабвуферы будут хорошо сочетаться. Имеется в виду в плане его, как правило, в кинотеатр к тому или иному бренду акустическому, либо условно, если SVS используется в качестве сабвуфера для поддержки стерео. Yeah, quite typical question. That is my personal comment, which we get from our customers quite often. What speaker brand would you suggest the best companion for SVS subwoofers? If we are talking about home cinema and stereo. I think the first answer may be SVS speakers. Ну, первый ответ, да, это, конечно, акустика SVS. But I think our most common pairing is probably Klipsch or Bowers or Martin Logan. Да, то есть, ну, для них наиболее как бы частые партнеры, с которыми они вместе соседствуют в театрах, это Klipsch, B&W или Martin Logan. I think it is worth mentioning that a great subwoofer, you don't have to pair that with the same brand of speakers. Subwoofers, like I was saying earlier, they do what they do very well. They play the bass and they don't have voicing like speakers. So a SVS subwoofer can really pair with any speakers. Ну и стоит тут заметить, да, что хороший сабвуфер, он не должен иметь каких-то рекомендаций относительно акустики, с которой он работает. Хороший сабвуфер, он воспроизводит бас. У него нет собственного вокала, да, у него нет собственного характера звучания. Он должен четко и правильно воспроизводить бас. Поэтому, в принципе, не должно быть, скажем так, рекомендаций по акустике. С любой акустикой хороший сабвуфер сработает отлично. And we do have a tool on our website that can help if someone has a pair of speakers and they need to find the right speaker or right subwoofer to match. There's a tool that would help recommend the right subwoofer. Да, и на сайте SVS, svesound.com есть специальный такой инструмент, который позволит вам получить рекомендацию относительно модели сабвуфера SVS, которую бы вам надо было выбрать, да, в зависимости от того, какой акустикой вы обладаете. Спасибо. Раз уж тема, точнее в начале ответа у нас Ларри затронул акустику SVS, отсюда и вопрос. Так как есть в линейке SVS не только сабвуферы, но и акустическое решение, какие рекомендации ребята дадут именно по железу? Что они порекомендуют, чем подключать акустику SVS? Есть какие-то пожелания, рекомендации? So if we develop the previous question in a way which Larry actually mentioned in the beginning of his answer, mentioning the SVS speakers, if we have, for example, SVS speakers and SVS subwoofers, what electronics would you suggest that's the best partner? Well, there's a lot of answers here. I personally am a fan of Denon and Marantz products. That's what I use throughout my home. Да, но тут может быть огромное количество ответов. Вот Ларри персонально фанат Денона и Маранса, которыми он владеет, собственно, лично. But Yamaha, Onkyo, Pioneer, I go on and on. There's really no wrong brand to recommend because every brand, depending on what you're listening to, will be great for music or movies or both. Да, ну опять же, и Pioneer, и Yamaha, и Onkyo будут правильным и хорошим ответом, потому что все будет зависеть от того, что вы слушаете, там, как вы слушаете, музыка ли это, кино ли это.
And if you're looking a little higher end, we have a lot of people who pair our speakers with Anthem and Emotiva. Those are two brands that we really like a lot, and we use some of their products in our trade shows as well. Да, ну и если вы посмотрите как бы там чуть-чуть за пределы упомянутых брендов, SVS отлично работает с Anthem и с Emotiva, и как раз ребята из SVS используют эти бренды во время шоу для демонстрации. Thank you, Nick. Спасибо за ответы. Еще есть вопрос. Есть ли какие-либо рекомендации по подготовке именно уже непосредственно самого помещения перед установкой помещения сабвуфера? Another question from online. What room treatment would you recommend for those who want to buy SVS subwoofers and start some home cinema based on the SVS products? Well, there's a lot of options here. There's bass traps. There's just standard poster size room treatments. I personally don't use them, but I have other things on the wall that kind of help, like curtains and other artwork that absorbs. Да, но тут опять же ответов может быть очень много, да, это и басовые ловушки, это и акустические панели, которые вешаются на стены. Ну вот Ларри лично не использует никаких специальных ухищрений, да, ему достаточно там постеров на стенах и штор, которые, в принципе, выполняют роль акустического оформления его помещения. So if I'm going to be a little promotional, I'll mention the SVS SoundPath subwoofer isolation system. And these are basically little feet that screw onto the bottom of your subwoofer. And if you have rattling dishes or things in your room that are distracting while you're playing a movie, it helps clean all of that up and just gives you cleaner, tighter bass overall without all the distractions from inside the room. Да, но тут Ник говорит, что не грех тут немножко и промоушеном заняться и упомянуть про такие замечательные аксессуары от SVS, как SVS Sound Pass. Это такие виброразвязывающие ножки, которые вы можете приобрести отдельно в дополнение к сабвуферу SVS. И они очень хорошо помогают как раз для того, чтобы убрать, скажем так, паразитные вибрации, которые могут передаваться от корпуса сабвуфера на пол вашего помещения. В общем, от себя тут тоже добавлю, что стоят они весьма недорого, а действуют весьма эффективно, поэтому про SVS Sound Pass, пожалуйста, не забывайте. Поподробнее можно, Артем, вот именно саундбас, что это и с чем это едят? Nick, just a few words about SVS Sound Pass. Maybe you have a picture which you want to share with us to let our customers learn a little bit more about SVS Sound Pass. I'll bring something up right now. Hang on one second. Okay. Yeah, so what they do is they decouple the subwoofer from the room. So when a subwoofer sits on the floor, if you have like a wooden floor or, you know, a space beneath you, a lot of times it can rattle the floor, rattle the walls, you know, shake dishes, windows. And by decoupling it with these feet, it makes it so the subwoofer is taken away from the room. It's no longer connected to the room. All that bass just goes out into the air. You feel it a little bit more in your chest, not so much all around you on the walls and the floor. So that's really what the isolation system is all about. And I think Larry's going to see if he can bring up a picture now. Да, ну тут идея совсем простая, да, то есть задача развязать, механически развязать сабвуфер и вашу комнату, да, то есть особенно если у вас деревянные полы, то когда сабвуфер стоит непосредственно на полу, то всегда есть шанс, что у вас будут звенеть тарелки, звенеть стекла, и вы будете слушать не сабвуфер, а вы будете слушать свою комнату, как она играет. Вот здесь видно ли, Андрей, нашим зрителям в YouTube, что из себя представляет Sound Pass? Я думаю, Larry? Let's see. There we go. Ага. Да, ну вы видите, да, что это небольшие ножки. В комплекте есть два варианта комплектов. 6 ножек и 4 ножки. Мы привозим в Россию чаще всего комплект из 4 ножек, он наиболее востребован, они всегда есть на складе. Вот так они выглядят. Это металлическая гильза, да, в которой вставлен такой вкладыш из виброразвязывающего материала. Larry, can you just tell us what kind of material do you use? Is it a rubber, is it sorbate, what is it?
Yeah, it's a rubber isomer it's almost like a hockey puck is the best way to describe it. Да, не знаю, к сожалению, мой английский здесь хромает, я не знаю, как это правильно перевести. Это изомерная резина, да, то есть такой как бы близкий к кристаллической структуре материал, да, но самое главное, что он обладает очень хорошими виброразвязывающими свойствами. And you can use them on any subwoofer. It does not have to be SVS. Any subwoofer with removable feet, these can go there, or you can use foam tape to put it on one that does not have feet. Да, и People вы их also use them можете... on turntables too. They use them on turntables and other components where they're sensitive to shaking. Да, и очень хороший, замечательный комментарий, что вы их можете использовать не обязательно с сабвуферами SVS, вы можете использовать с любыми сабвуферами, у которых есть съемные ножки, да, либо вы можете использовать двухсторонний скотч для того, чтобы закрепить их на корпусе сабвуфера, либо их можете использовать не для сабвуферов, а, например, для проигрывателей виниловых дисков, которые тоже, кстати, очень критичны к виброразвязке с основания. Thank you, guys. А можешь напомнить, Артем, какова стоимость в России сегодня девайса? Да, я постараюсь сейчас это сделать. Одну секундочку. Просто я думаю, что многих заинтересует. Yeah, guys, I just need 1 minute because I'm checking now the price for this device in Russia. We need just a few seconds. Как погода в Техасе, Ларри, пока Артем ищет? How's things in Texas? While I'm searching for the price, can you just tell us? Yeah. What's weather outside? Well, Texas weather is weird. It was 95 degrees Fahrenheit 2 days ago, and today it's 34. And hail and rain. Странная погода, но тут я в фаренгейтах и цельсиях, то есть от 95 до 34 Фаренгейт скачет температура, кто может быстро переводить из одного в другое. Так, ну я посмотрел, стоит набор из 4 подставок 7700 рублей. Это комплект, правильно? Это комплект из 4 ножек, да. Ну, собственно, уважаемые зрители, напоминаю, что этот комплект можно использовать не только с сабвуферами SVS, но и для виброразвязки проекта винила, как минимум. Так что стоит задуматься. Да, мы дальше пойдем. У меня, собственно, от меня личный вопрос, с вашего позволения. Бытует мнение, не знаю, разделят его это мнение, это не мое, это, скажем так, ходит по сети. Мнение, что если сабвуфер будет не совсем корректно подобран под помещение, то есть, что я имею в виду, его размеры и мощность. Допустим, большой мощный сабвуфер SVS 4000, предположим, да, это здоровенный, как стиральная машинка, будет установлен, допустим, в площади там 16 квадратных метров, то бас будет концентрироваться не в том помещении, где стоит сабвуфер, а в соседних. Действительно ли это так? Yeah, not a typical question, but the question which we hear quite often, that is it true that if you choose two power subwoofer, like for example, I don't know, ported 4000 series, but use it in a quite small room, like 12 or 14 square meters, in this case, you will hear more bass in other rooms which are next to that room, rather than in this room where subwoofer is located. Well, the low frequency can travel, and that's really where the isolation system we just talked about comes in. It prevents that from going out to those other rooms, but it can, depending on your volume. Да, ну, конечно, да, низкие частоты, к сожалению, с удовольствием путешествуют. И здесь как раз изоляционная система, которую мы показывали вот несколько месяцев назад, хорошо такую проблему решают. Но без них, да, может так случиться, что, в общем, из-за вибраций в соседних помещениях вы можете слышать больше баса. I think it's important too. Low frequency sound waves are very long, unlike high frequencies, which are much shorter, which is why when a car drives by, you can hear the boom, 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 but you can't hear, you know, the female vocalist singing. So bass in general just travels a lot more through walls. And when you have a huge subwoofer, like a 4000 in a small room, it's only going to make that travel a lot further.
just based on the output, so people will notice it more. So we would generally recommend a smaller subwoofer in a smaller room, if given the choice to recommend. Ну да, то есть длина волны, в общем, низких частот, она довольно большая, да, гораздо больше, чем на средних и на высоких частотах. Поэтому, например, если мимо вас проезжает машина с сабвуфером, вы слышите этот бум-бум-бум характерное, да, но при этом не слышите ни вокала, да, ни средних частот, ни высоких. Поэтому, ну, тут, да, рекомендации, в общем, довольно очевидны. Если комната небольшая, выбирайте сабвуфер поменьше для того, чтобы не слушать бас в соседних помещениях. Спасибо за ответы. Следующий вопрос. Сейчас я смотрю, что у нас пишут наши телезрители. Так, давайте тогда, пока вопросов нет, собственно... Андрей, а сколько сейчас нас народу смотрит? Видно тебе? Я могу тебе сейчас сказать, Евгений, если ты нас слышишь, подскажи мне, напиши мне, пожалуйста, куда ты мне пишешь. Было 56 человек где-то 5 минут назад, это 63 на текущий момент. 63, okay, 63 guys are listening, not so many. Okay, but this is first event which we have of this type, so I hope we will have bigger audience later. Okay, more questions. Вопрос. Число профильных изданий на текущий момент в России действительно сократилось. Как бы ни для кого это не секрет. Какова ситуация в мире и что ребята думают о роли журналов для популяризации вообще, в принципе, техники для кино? So the question is about, it's marketing question about the press, the corporate press. So in Russia, we don't have any printed magazines anymore dedicated to hi-fi or home cinema. All magazines are now online, and we don't have many of them, just 4, if I'm not wrong. What is the situation in the United States and worldwide in regards to the press? And how do you feel about traditional, let us say, way of making some brand or some product popular? I mean, via traditional media, printed media, or even online magazines. What is your understanding of the situation? So there's definitely less print magazines than there were 10 years ago. We've had 3 or 4 that have closed down over the last 10 years. There's still probably 4 or 5 that are pretty strong between Stereophile, Absolute Sound, Sound and Vision, and then a lot of websites as well that have emerged. So I think there's that part of it, which is sort of shrinking, but then there's a whole other side that's getting bigger that I'll talk about in a second. Да, ну, в общем, действительно, за последние 10 лет количество изданий уменьшается, и только в Америке закрылось 4 за последние 10 лет. Есть, опять же, там 4-5, которые по-прежнему сильны, и по-прежнему на коне их Ник перечислил, да, это и Stereophile, и Sound Vision, и другие. Да, но опять же, есть другие, как бы, каналы продвижения. So where we see a lot of the biggest growth is actually places like YouTube, not surprisingly, which you guys are here now. There's a lot of reviewers there, and people go to YouTube to research what's the next subwoofer I should buy, what's the next speaker I should buy. And there's people there who are experts. You know, they're really smart. They know exactly what to do when they're reviewing a product, and people can see them unbox it. So it's just a much more personal way to do reviews. So we still work with all of those print magazines I mentioned and the websites, but we're also doing a lot to embrace YouTube and some of the social media reviewers out there, because we believe that they're a very strong force in helping to get the word out there about good products. Да, ну и, в общем, да, тут Ник говорит, что, естественно, онлайн, да, становится все более и более популярным, да, и в частности YouTube, где мы сейчас с вами ведем трансляцию, становится очень серьезным ресурсом для продвижения. Все больше и больше становится блогеров, да, или ревьюеров, которые публикуют свои репортажи в YouTube, тестируют онлайн-продукты, либо занимаются так называемым онпекингом, да, когда распаковывают какой-то продукт, тот же сабвуфер, рассказывают о своих ощущениях и впечатлениях. И сейчас все больше и больше людей уходит онлайн и уходит в YouTube за рекомендациями и за ссылками для того, чтобы получить впечатление о продукте и получить какие-то рекомендации, какой продукт им следует использовать для покупки. Спасибо за ответ. Есть еще вопрос от нашего зрителя.
Нужен ли, на ваш взгляд, сабвуфер для прослушивания классической и легкой инструментальной музыки? Another question from our guy from internet. What do you think about using subwoofers for listening music, specifically classic music or light instrumental music? Is it necessary to use subwoofer? Well, there are a lot of notes in classical, in rock, in hip hop that traditional speakers cannot reproduce. Да, но в классической музыке и в роке, и в хип-хопе есть очень много музыкальных фрагментов, которые обычные классические громкоговорители, да, обычные классические акустические системы не смогут воспроизвести. And this is where a subwoofer can come in and make your soundstage bigger, add more depth to your sound, and put you more into what you're listening to. Да, и, конечно, сабвуфер, он способен и расширить сцену, да, и ваше восприятие улучшить, да, от той музыки, которую вы слушаете. And I'll also say a lot of people say after getting a subwoofer, they may have had their speakers for 10, 15 years, but adding that subwoofer makes their speakers sound like brand new because the mid frequencies and the high frequencies now have a little bit more emphasis because the subwoofer is handling more of the lows. So it actually makes your whole system sound like an entirely new system and your speakers sound better. So I think a lot of people realize that after they add the subwoofer that, they don't need to upgrade their speakers. Да, и очень многие люди, которые, например, владеют какой-то акустической системой многие годы, приобретая сабвуфер, обращают внимание, что их стереосистема зазвучала абсолютно по-новому, потому что нет уже необходимости слишком громко, да, слушать музыку, и в результате и средние и высокие частоты их любимых колонок, они начинают звучать более отчетливо, более внятно, и создается такое ощущение, что вот вы приобрели совершенно новую пару громкоговорителей. А от себя, кстати, хочу добавить по поводу классической музыки, если кто-то вспомнит увертюру Чайковского, да, 1812 год, там в конце звучит по партитуре залп из настоящих пушек. Так вот, без хорошего сабвуфера, без сабвуфера SVS, вы этот залп вряд ли услышите так, как он был задуман композитором. Отсюда вопрос встречный. Но я понял, что рекомендации ребят из SVS в том, что сабвуфер не только хорош для кино. Не только должен быть в кинотеатральном, скажем так, факторе, но еще и со стерео, правильно? Некий трифоник. So as a conclusion, we may suggest that you recommend subwoofers not only for home cinema sets, but also for stereo, for triphonic, right? Absolutely. If you go to a movie or if you go to a concert, when something exciting happens, you normally feel that. And that's the subwoofers at the auditorium, at the theater, or at the concert experience. Ну да, то есть если вы как бы пойдете на концерт, вы, конечно же, поймете, о чем идет речь, да, то есть все равно ощущение, которое вы будете получать, оно будет гораздо, скажем так, полноценнее, да, чем вы будете это слушать там без сабвуфера. Вопрос. Как SVS себя в большей степени позиционирует? На примере REL, всем небезызвестный, да, прямой конкурент SVS, себя позиционирует, и этого не скрывает, что он делает не сабвуферы, а басовую поддержку акустической системы. Они именно рассчитывают на то, что сабвуферы REL будут работать именно в стерео, не сколько в кинотеатре. А вот именно как SVS сам себя позиционирует, в большей степени для кино, или они такие хорошие универсалы, 50/50 в кино и в стерео? Okay, once again, we're coming back to the comparison between SVS and REL. And this is my personal comment. This is quite obvious because nowadays REL is a direct and most strong competitor for SVS here in Russia. And the question is like this. REL always mentions that their subwoofers are not like just a subwoofer, they're just a bass supporters or bass, bass,
Oh, They I see. accompany each Sustainers, yeah, for the stereo speakers. So REL is focusing on that they are producing bass machines, which are designed for music mostly. What about SVS? How would you describe SVS strategy of developing subwoofers? Are these subwoofers for music? Are they for cinema? Or they're 50-50? So with SVS, we designed two different types of subwoofers, ported subwoofers and sealed cabinet subwoofers. And a lot of people think it's as simple as ported is for home theater and sealed is for music, but it's not that simple. Да, ну, SVS производит два типа сабвуферов. Это сабвуферы с фазоинвертором, да, портовые сабвуферы и сабвуферы в закрытом корпусе. И многие люди, они считают, что если сабвуфер портовой, то он для домашнего кино. А если он закрытый, то он для прослушивания музыки. We want all of our subwoofers to sound great for both music and home theater. The reason we have two different types is because they're better at different things. The ported subwoofers can play a little bit louder and go a little bit lower. And the sealed subwoofers are much quicker, which I think is what REL likes to say. They're quicker, they're more accurate. They tend to be better for critical music listening. Да, ну и SVS стремится сделать свои сабвуферы пригодными для любого применения, да, и естественно, что портовой сабвуфер, он будет играть чуть-чуть ниже по частоте, чем такой же закрытый сабвуфер, и чуть-чуть громче, давать больше децибел, чем такой же закрытый сабвуфер. Но закрытый сабвуфер при этом будет давать более быстрый, более аккуратный бас, это то, о чем упоминает REL все время, да, и он в этом случае, конечно, для музыки будет более предпочтителен. And just to go back to the original question, a subwoofer should never sound like a subwoofer, or it should never sound like it's coming from itself. It should perfectly blend with the speakers. And so whatever you're using, ported or sealed, if you have a great subwoofer, whether it's a REL or an SVS, it should just sound like an extension of the speakers in a multi-channel or stereo setup. And we work really hard to give you tools and to make our subwoofers so they can be easily blended with any full range speaker or even satellite speakers, anything like that. Да, ну и, конечно же, хороший сабвуфер, он должен не звучать как сабвуфер. То есть, говоря по-другому, когда работает сабвуфер, вы не должны понимать, что звук, который вы слушаете, исходит от сабвуфера. Сабвуфер должен быть естественным, натуральным продолжением звучания ваших акустических систем. Ведем ли мы речь про домашнее кино, либо мы ведем речь про стерео. В этом случае хороший, качественный сабвуфер, будь то REL, будь то SVS, он будет добавлять, скажем так, звучание вашей акустики, а не звучать сам по себе. And we also have I don't know if you can see this here because of my camera setup, but we have a control application that allows you to do much of the fine tuning that you would expect in a studio. Да, и SVS к тому же имеет специальное приложение, которое позволит вам управлять вашим сабвуфером, ну, почти так же эффективно, как вы можете это делать в студии. Давайте я тоже попробую показать. Вот это приложение, оно у вас тут отображается в зеркальном виде. Вы его можете скачать и в Google маркете, на Play Market, и в Apple Store. Оно бесплатное, абсолютно, да. Оно позволяет вам достаточно гибко управлять вашим сабвуфером. Вот здесь, наверное, не очень хорошо будет видно. Но поверьте мне на слово, что тот уровень контроля, который вы получите над вашим сабвуфером, он, в общем, никого не оставит равнодушным, позволит вам не только, например, не только регулировать громкость, например, или регулировать фазу, да, но и заниматься, например, тонкой настройкой АЧХ, что бывает очень невредно в тех случаях, когда в комнате у нас что-то вступает в конфликт, да, с нашим сабвуфером, начинает резонировать, и нам нужно немножечко подправить наш бас, да, немножечко отрегулировать его по частоте. Ну, вот здесь вот как раз Ларри запустил кусочек презентации. Okay, Larry, can you just tell us a few words about this app? It's a very interesting point. I think we should stop on that a little bit. Yes. A little bit more minutes. So I have some of the screen up now so you can see. Да, ну вот теперь вот несколько, да, слайдиков, которые вы можете видеть.
And it allows you to use Bluetooth and connect to the subwoofer, and you can make all adjustments. So you can make adjustments based on phase, polarity, low pass filter to blend with whatever speakers you have. То есть вы просто подключаете по Bluetooth свой телефон к сабвуферу и получаете возможность регулировать не только громкость, как я уже сказал, фазу, да, но и полярность, и регулировать фильтр низких частот для того, чтобы максимально точно, скажем так, соединить звучание вашего сабвуфера и звучание ваших акустических систем. And you can actually save presets based on your listening habits. Да, и вы можете сохранять пресеты в зависимости от того, как вы хотите слушать музыку. In my living room, as I have here on screen, I have a movie preset, which is really loud and over the top. Да, и вот в комнате Ларри у него есть пресет специально для кино, да, довольно громко работающий. A TV preset that's more subdued, and then a nighttime preset that shuts it off so I don't disturb my family. Да, у него есть там пресет для прослушивания, например, телепередач, для просмотра телепередач, и ночной режим, да, где громкость сильно убрана, да, для того, чтобы не беспокоить семью. And you can do one for music, movies, gaming. You save it to whatever you want it to be. Да, и вы можете сделать отдельный пресет для кино, отдельный пресет для музыки, отдельный пресет для игр. То есть все, что вы хотите, вы можете настроить и сохранить в вашем телефоне. And it's right here on the front page where you can access volume, presets, or get in to make any adjustments you would like. Да, и вот как раз на главной странице вы можете регулировать громкость, либо любой другой параметр, который вы хотите. So it's really easy to operate too. So if you aren't familiar with it, there are tutorials to help you through it. Да, то есть ну, это прям довольно очень простая штука, да, с которой можно играть и настраивать свой сабвуфер по вашему вкусу. And the app is on every model we make from the 2000 Pro and above. И это приложение, оно работает для всех моделей, начиная от 2000 Pro и выше. То есть 2000 Pro, 3000, 4000 и ультра серия. Hope that helped. Thank you, Larry. You're welcome. Спасибо за ответы. Есть очень интересный вопрос, что ребята думают о влиянии кабелей сетевых и соединительных на звучание сабвуферов. Another question from online. What do you think about cabling, about wiring? How critical is it? I mean, both signal cables and power cables. How big effect they have on their subwoofer sound or subwoofer voicing, if you can put it like this. Nick, do you want to chime in? We both have answers for this. I'll go first. So we know this is one of the most debated, one of the hottest topics that people like to argue about when it comes to speakers and subwoofers. I know people who have upgraded their cables and it sounded like a whole new system. I know people who bought $10,000 cables and noticed nothing different between those and the $5 cables they were using before. So I think it's really a matter of, you know, how good is the power in your house, first of all, how good is the signal coming out of your component? And then as long as your cable can pass whatever signal that is, whether it's power or whether it's an audio signal with purity, then typically you're not going to see too much of an upgrade as long as it's got proper shielding and as long as it's built well. You don't really need to spend $10,000 on a speaker cable. Да, ну мне говорит, что это, наверное, самая такая горячая тема для споров, да, то есть аудиофилов всех мастей, насколько кабели влияют на звук, да, и он там лично знает людей, которые поменяли кабели, и картинка звуковая полностью изменилась, но также знает и людей, которые потратили $10 тысяч на кабели и не услышали вообще никакой разницы. Здесь все-таки важно, прежде всего, насколько качественное питание в целом у вас дома, да, или в вашей квартире, насколько качественный сигнал вы получаете от источника сигнала или от вашего ресивера. И в этом случае, если ваши кабели более-менее приличные, если они хорошо сделаны, если они хорошо экранированы, если они имеют качественные разъемы, то, в принципе, этого будет достаточно для того, чтобы вы получили полное удовольствие от работы сабвуферов SVS. И, в принципе, наверное, не стоит
тратить много денег именно на кабели. Larry, what about you? Well, do you have access to our cables over there, Artem? Yes, we do, but to say the truth, we do not import them, so for me it's a little bit, sensitive question. Well, I used to work for a cable company, so I used to work for Monster Cable, and so I see the benefit on both sides. So Да, но Ларри говорит, sorry, Larry, I will make translation. Ларри, да, с первым вопросом я немножко поставил в неловкое положение, спросил, есть ли у нас кабель SVS. SVS на самом деле производит свою небольшую линейку кабелей. Мы ее, к сожалению, до сих пор не привозили в Россию. Может быть, это как раз будет поводом начать это делать. А вообще, Ларри есть бэкграунд такой, да, в его прошлом. Он занимался кабелем, работал на компании Monster Cables. Поэтому у него есть свое как бы видение ситуации. Sorry, Larry. Please. No, it's okay. So I don't break the bank on cables, but I buy good cables. I use the SVS cables, and I buy good quality HDMI. But I don't shoot the moon, as people say, to buy very expensive cables. Да, ну то есть он, в общем, как бы банк не стал бы грабить ради того, чтобы купить кабели подороже, да, и проапгрейдить свою систему за счет этого. То есть, в общем, такой разумный подход тоже подтверждает. Спасибо за ответы. Да, есть еще мнение, опять же, не знаю, как на американском рынке кабельной продукции, но вот на российском это очевидно, у каждого производителя есть сабвуферный кабель для подключения. Есть монокабель с одним RCA разъемом, а есть так называемый Y-образный, где от усилителя идет один штырек, а на сабвуфер идет два. Вот, есть ли какая-либо рекомендация от ребят именно, каким лучше, есть ли смысл вот, в Y-образных кабелях, либо обычный стандартный классический? Another question about cabling. So, majority of the cable manufacturers, they have in their assortment two types of subwoofer cables. Let us say normal single RCI cable and cable which has Y type of connection on one side. So on one side one RCI cable, on the other side two RCI cables. What is better? Is it any difference between these two types of connecting? Well, if you run a single, that's just your straight low frequency input. То есть, если вы используете один кабель, то есть вы таким образом используете стандартный LFE, да, разъем, то есть подключение по каналу LFE, low frequency, да. But our subwoofers will accept both. And if you run both the left and right input, you tend to get more volume and a little bit lower frequency. And some of it is dependent on the room, though. Да, то есть вы можете в сабвуферах SVS использовать оба подключения. Если вы используете Y тип подключения, то в принципе вы можете в зависимости там опять же от характеристик комнаты получить чуть более громкий бас. So you can go. I run the Y splitter on all of my subwoofers. Да, то есть вот Ларри, да, использует Y тип подключения на обоих своих сабвуферах. So I don't know if Nick had anything on that. It's kind of either way. Yeah, I use straight RCA, so I haven't actually tested it before, but I get more than enough bass than I need, so it works for me. Да, ну вот у Ника, да, такой прагматичный подход. Он использует RCA, на RCA подключение, и баса ему вполне хватает, не испытывает он никакого дискомфорта в связи с этим. В общем, кому что больше нравится. Да. Есть еще один вопрос, также от наших зрителей. Ухудшается ли звук при подключении сабвуфера SVS беспроводным способом через SoundPatch wireless? Also good question. Will it be a lot of compromise if you connect SVS subwoofers not by cable, but SVS sound pass wireless adapter? So I'm trying to pull that up on my screen now, but the wireless adapter works very well with very little delay. It's less than 25 milliseconds delay. Да, то есть Ларри говорит, что беспроводной адаптер работает очень хорошо с сабвуферами SVS,
и обеспечивает звуковую задержку меньше, чем 25 миллисекунд. Yeah, and we have people who will use one, if they have dual subwoofers, two subwoofers, one in the front near their speakers with a cable and one in the back of the room using the wireless adapter, and they can't tell the difference. So really, you know, as long as your room is set up and there's not big walls in between, it's pretty much consistent. Да, и у них есть примеры, когда их клиенты используют два сабвуфера, один расположенный фронтально, рядом с акустикой и подключенный таким образом по проводу, и второй сабвуфер расположенный позади слушателей, таким образом подключенный по беспроводному каналу, и разницы не слышно в принципе. And it comes with everything you need in the box too. So it's not just limited to subwoofers. You can use it for turntables, headphones, powered speakers, anything you want to transmit wirelessly. Да, и опять же, вы не обязательно можете использовать эти беспроводные адаптеры только для сабвуферов, вы можете использовать их и для полнодиапазонного подключения, да, то есть любой компонент вы можете таким образом использовать удаленно от источника сигнала. What about frequency range? Is it wide enough to cover, let us say, the normal frequency band? Yeah, it'll go all the way down to 6 hertz, all the way up to 22,000 hertz. Да, то есть частотный диапазон, с которым работает этот беспроводной адаптер, он от 6 Герц до 20. 22, you said, or 20? 22,000. До 22 килогерц. От 6 Герц до 22 килогерц. Yeah, I've used it for headphones in my house. I have wireless speakers that you can transmit wirelessly as well. So it's very, very functional for lots of things. Да, то есть Ларри это использует и для наушников у себя дома, и для пары беспроводных колонок, которые у него есть. Это очень довольно функциональная вещь, которая также может быть использована далеко за пределами, скажем так, сабвуферного поля. Что очень удобно, согласен. А сколько цена в России, Артем, ты можешь сейчас нам сказать? Okay, now it's a question for me regarding the price for that in Russia. Let me check. Да, давайте сейчас посмотрю. 19 990 стоит комплект. Сколько еще раз? 19 990. Хорошая цена, в принципе, конкурентная. Отлично. Спасибо за ответы. Есть еще вопрос. Потребитель, тот, кто готовится построить кинотеатр, собственно, как бывает это зачастую, не знает, с чего начать. А могут ли ребята дать какие-то базовые советы по подбору, комплектации, размещению, каких-то первоначальных настроек и, собственно, последовательность действий? И вот, собственно, хотелось бы услышать их рекомендации по этому поводу. And we will really appreciate if you can give some recommendation for anybody who want to start to build his own home cinema. What to start with? What should pay attention in first row? Some, I don't know, tips and hints, and I know that it's difficult to tell in a few words, but please try. Nick, do you want to go? I can take this too. Roll right into it, Larry. All right. So I tell people to start within their budget, meaning То есть правильно, надо начинать с бюджета. Typically front speakers and receiver. Да, то есть фронтальная пара и ресивер. And then from there grow. Center channel is probably the most important speaker outside of a subwoofer. Да, ну и затем, конечно же, обращать внимание на центральный канал, потому что центральный канал, это, наверное, будет в кино самый важный, скажем так, элемент наряду с сабвуфером. And if you look at components, to me, the receiver is the most important because everything is connected there. Да, ну если вы спросите Ларри, то Ларри вам скажет, что, конечно, ресивер самая важная часть системы, потому что все подключается к ресиверу, и от него в конечном итоге зависит, что мы услышим. And then that allows you to grow down the road too, and you just get a great 4K television and Blu-ray player or use a gaming system for your source. Да, ну и да, от этого все у нас и будет дальше расти, что вы будете использовать, что у вас будет там будет 4К телевизор, или игровая приставка, или источник 4К. And I'll add on to that too. I think when you're building
you know, if you decided on a 5.1 and maybe you're debating whether to go 7.1, add an extra, you know, two surround channels, we advocate to go with Dolby Atmos height effect speakers if you have the opportunity to do a 5.1.2, just because it gives it a little bit more immersive action. You just feel it a little bit more in terms of the overhead height effects. Да, ну вот рекомендация Ника, если у вас, например, есть система там 5 каналов, и вы там раздумываете, не переключиться ли на систему 7-канальную, то вот рекомендация Ника все-таки подумать о том, чтобы добавить потолочные каналы, да, то есть каналы эффектов, связанных с объектно-ориентированными форматами, как Dolby Atmos, например, да, и сделать систему там 5.1.2 или 5.2.2. То есть в этом случае вы получите чуть больше, скажем так, прироста в качестве вашей системы в домашнем кинотеатре, чем добавлением, там, скажем, еще дополнительных каналов в плоскости. It really comes down to what you are really trying to accomplish. And for that, I recommend utilizing our customer service team, and we can work on helping with translation too. Да, ну тут Ларри упоминает, что у SVS есть очень хорошая служба поддержки, которая как раз на рынке Соединенных Штатов оказывает такого рода помощь, да, для потребителей. Но в нашем с вами случае у нас есть компания pult.ru, которая, собственно говоря, и призвана помочь вам сделать не только правильный выбор, но и сделать этот выбор эффективным, да, с точки зрения потраченных денег в пересчете на полученные эмоции. Правильно, Андрей? Да, все верно, Артем. Your partner there. Yeah. Скажу о том, что российская, скажем так, рекомендации по подбору в технике, точнее последовательность, с чего начинать и что важно в системе, поверьте, друзья, нисколько не отличается от американской системы. У нас одинаково. Andrew just making a few comments, you know, from his point of view, that our recommendation will not be too different from what actually you guys. Absolutely. Yeah, all of you know your stuff just like we do. So use yourself and use the retail partner as well. Yeah, and I would encourage the people asking questions, you know what your room dimensions are, know some of the things about your room, where the seating is going to be, because a lot of times that will help you choose the best speakers and the best components, you know, given the size and how your room is set up. Да, ну то есть дайте информацию вашему как бы розничному партнеру, в данном случае компании Pult.ru, о площади вашей комнаты, конфигурации комнаты, сколько у вас высокие потолки, и, в общем, ребята помогут вам с подбором. С удовольствием подберем, все сделаем в лучшем виде, в этом можете не сомневаться. У нас также есть такая маленькая реклама, у нас есть специально обученные люди, инсталляторы, которые приезжают, замеряют и, собственно, делают все, как говорится, по фэншую. У нас вопрос от генерального директора компании pult.ru, ребятам SVS. Собственно, Павел Сергеевич Козлов интересуется, как повлияла ситуация с коронавирусом на компанию SVS, хотя изначально мы вроде как спрашивали, но тем не менее повторимся. И как может это повлиять на дальнейшую работу компании SVS? Yeah, a good question from the general manager of Pult.ru. Okay. How this crazy situation with coronavirus affected SVS business, and what do you expect from the nearest future? Of course, everybody knows that this is a weird question and nobody has a clear answer, but we want to hear your, how to say, your emotional view. Yeah, I think for the most part, we've been pretty good. Nothing has really negatively affected our business in terms of like product development. We're still on schedule to launch the next products that we have in our roadmap. So from that perspective, we're good. Да, ну прежде всего, эта ситуация никак не повлияла на, как это принято у нас говорить, творческие планы компании SVS. Все разработки новых продуктов ведутся полностью в соответствии с графиком, ранее запланированным, поэтому с этой стороны больших изменений SVS не предвидит. So a lot of our stores are obviously hurting a lot because they can't be open now, but anyone who has e-commerce or who can sell online is actually doing very, very well. And people like Andre here who are doing these sort of broadcasts and staying in touch with the community,
we have a lot of those guys doing that in the US, and they're really helping themselves out a lot by doing these kind of things. Да, ну и, конечно же, большинство магазинов, которые занимаются офлайн продажами, испытывают большие, если не сказать огромные трудности по понятным причинам. И как раз вот те, кто, как компания Пульт и как Андрей, пытаются делать ивенты, подобные сегодняшнему, да, пытаются продвигать продукцию онлайн и делают это онлайн, они как раз находятся в более выигрышном положении и, скорее всего, будут в конечном итоге выигрышами. And I'll also say, I think marketing has become very important during this time too. And I talked a little about just communicating. So, you know, both Larry and doing his communications online with some of the trainings, and then just making the company much more available on like we did a Facebook Live that got, you know, 5,000 comments. People really want to stay connected. So we're just looking for every way we can to keep our brand out there and to stay in communication with people. Да, ну и, конечно, ребята, да, вот и Ник, и Ларри, они очень много делают для того, чтобы оставаться на связи со своими клиентами онлайн, да, и вот их сессии, которые они проводят для американского потребителя, да, собирают там по 5000 комментариев в Фейсбуке, и для них это очень хороший способ оставаться, что называется, на связи, да, и поддерживать аудиторию SVS в такое нелегкое время. So the last thing I'll say, and then Larry, I don't know if you want to add comments, is, you know, with all the events being canceled, Munich high-end, Expo here in the US, Infocom looks like it's going to be canceled. We're looking for opportunities to do virtual events, and there's a lot of different groups who are working with us to do that. So, you know, we want it to be business as usual for SVS, and we've really done a pretty good job so far, but we don't know what tomorrow is going to be like, so we're just going to keep fighting as hard as we can. Да, ну и опять же, учитывая, что очень много офлайн, прошу прощения, ивентов было отменено, например, Мюнхенское хай-энд-шоу и выставка Инфоком в Вегасе, скорее всего, тоже отменится летом. Поэтому сейчас ребята планируют сделать подобные онлайн-выставки, да, провести их, и сейчас они работают над форматом, и как раз вот большие надежды они вкладывают именно в онлайн-формат, который всем нам позволит выжить. And everyone, as Nick said, is having to learn new skills. So, you know, we're getting good at Zoom and sitting in our home office for 10 hours a day. And that's the way all of us are having to work now, as are you. So we're all going to hopefully become stronger on the other side from this as well. Да, ну и опять же, всем нам приходится изучать новые инструменты, да, и привыкать к новым способам общения, так же, как вот ребята, да, проводят по 10 часов онлайн, да, сидя у себя дома, у себя там на кухне или в гостиной. Ну, в общем, это необходимые, да, опять же, изменения, не очень нами любимые изменения, да, и не очень нами ожидаемые изменения, но что называется, как есть. Спасибо за ответы, за исчерпывающий. Следующий вопрос. Ребята, расскажите о новых моделях, о перспективных разработках и, если по возможности, сравнить с прямыми конкурентами. And the next question, please, could you please announce for us what we will see soon from SVS in terms of new products? And of course, guys would like to hear how would you compare these new products with your competitors' products, if it is possible, of course. So we typically don't talk about products that we haven't announced yet, but because Gary, our president, has already sort of talked about this one in a public way, I will say that later this fall, we're going to be looking at our first architectural product, a in-wall subwoofer. And really what we're trying to do is bring true SVS level subwoofer performance to the in-wall subwoofer game, which we don't think has ever been there before. Да, ну обычно, конечно, ребята стараются не говорить о тех проектах, которые находятся в разработке по понятным причинам, но поскольку президент компании Гарри уже упомянул это в одном из онлайн-интервью, то Ник считает возможным рассказать нам, что новая модель, которая в скором времени появится в ассортименте SVS, это сабвуфер встраиваемый. SVS раньше встраиваемых сабвуферов не делала,
Это будет первый, скажем так, эксперимент компании на этом поприще, который, я уверен, что увенчается успехом, потому что тут я от себя добавлю, что я уже, в отличие от вас, видел прототип этого изделия на выставке в Вегасе. Это будет действительно новая, интересная, революционная модель. От себя, опять же, добавлю, это не слова Ника, это мои слова, что в наших с вами реалиях, где стены сделаны из кирпича и бетона, вряд ли этот встраиваемый сабвуфер станет бестселлером, но тем не менее в ряде случаев и в ряде проектов, где дизайн помещения требует минимализма, такое решение будет, наверное, единственным возможным в случае построения домашнего кинотеатра. Sorry, Nick, I talked a little bit more than you said actually, because I mentioned to our Russian customers that in our world, which is made of bricks and concrete, in-wall subwoofer most probably will not be the best seller. But in many cases, when interior designer prefer to follow very minimalistic interior style, or in some other cases, with application of women's factor, in-wall subwoofer may become the only solution for the home cinema. Well, I will say, Artem, we are working on other products that will also be good for the person who doesn't want a big, large subwoofer. I just can't talk about them without getting in trouble. And we have lots of new products coming, and we actually just hired a new engineer as well. So we're growing when it comes to product development. I just don't want to get in trouble with the boss. Да, но тут Ник немножечко пытается дать нам инсайт, в то же время не получить по шапке, что называется, от своего начальства. Да, SVS готовит нечто новое, оно будет лежать за пределами стен, это будет традиционные корпусные сабвуферы, но все, что Ник может сказать, это будут совсем не такие громоздкие сабвуферы, каковыми можно считать текущие модели SVS. Не знаю, там, как это прозвучало, информативно или нет. Давайте от себя скажу. Грядет маленький сабвуфер от SVS. Маленький, но злой. Готовьтесь. Готовимся, ждем непременно. Единственное, хотел немножечко поподробнее остановиться на встраиваемом сабвуфере. Артем, если несложно, объясни, пожалуйста, я правильно понимаю, что встраиваемый сабвуфер SVS, который выйдет, он подразумевает под собой наличие внешнего усилителя? Yes, let's come back a little bit to the in-wall subwoofers. If we understood correctly, this new in-wall model will have, let's say, external amplification module or external amplifier, right? Correct. Yes. Okay, and as far as I know, this amplifier, which I actually saw in Vegas, it will also be suitable for more than one subwoofer. Right? Will it be okay? Too much. Да, я хотел забежать немножко вперед, да, действительно, Андрей, отвечая прямо на твой вопрос, да, внешний усилитель будет, я его видел. Тут я немножко, попытался побежать впереди паровоза и задал вопрос, можно ли будет подключать больше, чем один сабвуфер к этому усилителю, но вот получил красноречивый ответ от Ларри. Держать рот на замке по этому поводу. Хорошо, а поставляться они будут некомплектные, я правильно понимаю? Will they be, I mean, subwoofer and amplifier, will they be supplied like separate SKUs, or it will be a set, or how are you going to sell it to the market? That hasn't 100% been decided upon yet, but if you look at the conventional marketplace for this product, you'll see we'll fit in there nicely. Ага. Ну, сейчас пока, да, рано об этом говорить, но если вы посмотрите на там обычные продукты на рынке, то вот тот вариант, который предложит SVS, он идеально будет соответствовать ожиданиям рынка. Ну, тут я от себя опять добавлю классический, обтекаемый, корректный ответ со стороны производителя, который не хочет раскрывать своих планов, потому что конкурентная среда на рынке сабвуферов, она очень насыщенная и очень плотная. Естественно, ребята не хотят раскрывать информацию больше, чем нужно, для того, чтобы не проиграть на каком-то этапе. So, Artem, the one other thing I will say, there are sort of two reasons we
came out with this. One is to bring the performance to the in-wall marketplace where it hasn't been before. But I think second is to make it an easy install, whether that's retrofit or new build, because a lot of the in-wall subwoofers are very difficult to put into an existing project. And so with this one, we're going to make it so the installation process is very easy for integrators to be able to use in a new build or in a retrofit situation, an existing house. Ну да, вот еще что хочет добавить Ник, да, что все, что он может сказать сейчас о новом проекте, да, что тот сабвуфер, который они зарабатывают, он будет очень, скажем так, дружелюбен к ретрофит проектам, так называемым, да, то есть в тех случаях, когда у нас уже ремонт закончен или почти закончен, в отличие от многих сабвуферов-конкурентов, у которых встраиваемые модели действительно довольно тяжело встраиваемые в стену. Вот SVS разрабатывает продукт, который будет в этом плане более прост с точки зрения установки, с точки зрения трудозатрат, которые для этого требуются. Но он будет корпусным, я правильно понимаю? Вопрос от Сергеевича. Will it be boxed? I mean, will it have a back box, or will it have open construction and needed an additional back box built in the wall? How it will look like? Larry, you're muted. You're muted, Larry. There you go. Sorry, my dogs were going berserk, so I was You're trying. the secrets when you're muted. Yeah, you heard everything. Now, we will make it as, we're trying not to divulge too much. But yes, there will be a box for it to go in for easy setup, easy installation, and. Да, ну я думаю, что надо немножечко дать ребятам вздохнуть, да, потому что мы постоянно их пытаемся подтолкнуть к разбалтыванию военной тайны, да, чего они, в общем, пытаются не сделать, да. Все будет хорошо, там, с точки зрения объема, все будет сделано так, чтобы мы с вами потратили либо там инсталлятор, да, который будет вам помогать с этим сабвуфером у вас дома, чтобы потратилось как можно меньше времени, меньше усилий, меньше рабочих часов для этого. Ну, опять же, давайте проявим уважение, мы не будем сейчас выпытывать время. Да, я надеюсь, что в скором времени мы увидим. Thank you, guys. We are sorry for so many questions because as soon as you say that you have something secret, immediately everybody wants to know as much as possible about the secret. So this is typical. It's excitement. It's cool. Yeah, it's cool. I agree. Да, ребят, больше мучить не будем, с вашего позволения. Последний вопрос, мужчины, этого вечера. Как вы оцениваете вообще, в принципе, в продукцию SVS, если смотреть на SVS со стороны покупателя, то бишь потребителя? Как это такой средний крепкий хай-фай или это такой уже, не знаю, предел мечтаний, где купил и забыл, поставил, как говорится, и забыл? Okay, and maybe the last question for today's session. If you look on the SVS, not like SVS crew members or SVS employees, but if you look on the SVS product like users, like customers, would you suggest SVS subwoofers like, let us say, middle class, nice, hi-fi product which you want to start with, or buying SVS will mean for you that you finally found the top of your expectation, and this will be, how to say, the last purchase, and you will stay with the SVS subwoofer for a long time? So that's a really good question, and our customers actually are on both sides of that. We have the person who saves their paycheck for 2 months to be able to buy our smallest subwoofer, but then we have the audiophile who buys 4 16 Ultra subwoofers just like that, because they want the best of the best. Да, но тут, в общем, у SVS есть все виды покупателей. То есть у них есть покупатели, которые покупают тысячную модель и не выбрасывают чек, да, для того, чтобы спустя пару месяцев поменять его на что-то более существенное. И в то же время у SVS есть клиенты, которые без колебаний покупают 4 штуки Ультра 16, это самая старшая модель в линейке SVS, и как бы считают, что, в общем, делают правильный выбор. И эти люди, как правило, весьма и весьма искушены, да, в качественном звуке. I think the important thing that I want to make in terms of a point is that we're trying to create aspiration, like desire.
And whether you're the person who's saving your paycheck or whether you're the wealthy person who just buys 4 of the biggest subs, we want you to desire, to aspire to own the best. And that's what we try to create within SVS is just, you want to own our product so bad because you know you're getting the best. And that's really what we try to create for people. And that's why we have products that span in price ranges like we do. Because again, it's all about, you're never disappointed. No matter what your budget is, you feel like you're getting the best. Да, ну и что ребята стараются делать, и что вот на мой взгляд, например, персонально, они делают с огромным успехом, они создают страсть, да, они создают продукт, который не оставляет никого равнодушным, вне зависимости от того, покупаете ли вы бюджетную модель начального уровня, да, а у SVS они начинаются там в районе 60 тысяч рублей, да, за сабвуфер, либо у вас нет проблем с бюджетом, и вы покупаете их самую дорогую модель, которая там приближается к 300 с лишним тысячам за сабвуфер, в любом случае вы получаете то, что доставит вам огромное удовольствие на эмоциональном уровне. Поэтому, опять же, принимая во внимание очень широкий ценовой ассортимент сабвуферов SVS, никто не уйдет, скажем так, обиженным, никто не останется неудовлетворенным. Спасибо за ответ. Собственно, да, Артем. Да, thank you very much, guys, for answers. Да, мы заканчиваем наш стрим. Соответственно, уважаемые зрители, спасибо вам, что были этот вечер с нами, с прекрасными людьми из Соединенных Штатов, Ларри, Ник. Огромное спасибо Артему, который был сегодня переводчиком. Напоминаю, что Артем у нас единственный неповторимый представитель компании SVS на территории Российской Федерации, компания Simple Diststribution. Вот, собственно, напоминаю, стримы мы будем проводить 3 раза в неделю, это понедельник, среда, пятница. В следующую среду, то есть 15 числа, у нас будет Магнат. А в пятницу, это у нас по календарю 17 будет Ванденхул. Так что всех милости просим, ждем в 16 часов на нашем YouTube-канале по стриму. Еще раз, ребята, благодарю, что нашли время. Желаю всем в это нелегкое время, собственно, беречь себя, своих близких. Я уверен, что это недоразумение закончится совсем скоро, и мы, собственно, вернемся в обычный ритм нашей жизни. So, Larry, Nick, thank you so much for being with us today. We appreciate your support very much. We are just at the beginning, of this new format, live streamings, and Andrew just announced, our upcoming program for this week. And we really appreciate your help. And please stay safe. Take care about your families. We will be supporting you from our side as your frontier for SVS in Russia. We will keep selling on some certain decent level, and we will do our best to develop SVS further here in Russia. So thank you so much. Спасибо, Культру. Thank you, Andrea. Thank you, Nick. Thank you, Larry. Take care. Thank you, everybody. My partner. Пока-пока.